Главное, чтобы она вместе с корнем не пошла. Я на ней стою. Нормально все? Ты снимаешь? Обычно я снимаю видео о том, как размножать растения, но бывают ситуации, когда от растения нужно избавляться. Кстати сказать, я снимал об этом видео когда-то, где указывал причины, из-за которых порой приходится от растения избавляться. Ссылки, как всегда, в описании и в первом прикрепленном комментарии. Переходите, смотрите. Ну а в данном случае наверняка вы все прекрасно сами поняли. Это алыча. Алыча, которая очень урожайная, очень обильная, ее очень много, ветки буквально облеплены. Но она выросла так высоко, что собирать урожай фактически нереально, невозможно. И при этом она осыпается. Она осыпается все лето по мере созревания отдельных плодов. Ну а сейчас, когда массовое созревание, вот здесь вот возле дома все мощение буквально усыпано этими плодами. Они падают, бьются, их давят ногами, слетаются осы. В общем, это ежедневная уборка. Хозяева сказали, надо убирать ее. Я с ними, в принципе, полностью в этом согласен. И вот я ее и убрал. Ну и теперь резонный вопрос, а что делать вот с этими пеньками? Если вы молоды, если у вас много сил, если позволяет рельеф местности, то, конечно, самый лучший вариант – это выкопать и удалить вот этот пенек с как можно большим количеством корней. Таким образом, вы точно избавитесь от всякой поросли, потому что, естественно, спилив верхнюю часть, поросль будет идти в огромном количестве. Ну, я уже не молод, рельеф здесь очень крутой, на нем стоять сложно, копать яму, там, выкапывать эти корни точно, да и лень вообще, честно говоря. Поэтому буду искать другие варианты. Один из вариантов – это постоянно, методично, регулярно удалять эту самую поросль. Любое растение без надземной части долго не живет, оно погибает в конце концов. Корни питают листья, а листья питают корни. Если мы прервем эту связь, естественно, растение погибнет. Но удалять нужно регулярно. Я, собственно говоря, вот этим сейчас здесь и буду заниматься. Есть другой вариант. Можно эту поросль оставлять. И очень многие плодовые растения, алыча, кстати сказать, очень хороший вариант, использовать для создания каких-то топиарных форм. То есть не давать ей сильно расти, можно стричь шарики, например, какие-то, кубики из нее, использовать чисто для декоративных целей. Ну, на плоды при такой стрижке, конечно, постоянно, я думаю, рассчитывать не придется. Ну и есть вариант, когда мы спилили полностью дерево, у нас остался пенек, и в него мы можем привить что-то гораздо лучшее, гораздо нам более ценное. Собственно говоря, именно такой вариант я у себя дома в Запорожье использовал. У меня была алыча, которая была мелкая и невкусная совсем. Я ее спилил, оставились только внизу пенечки, там было несколько стволиков. И в эти пенечки, кстати сказать, методом окулировки, опять же окулировка
ссылка в описании, в первом комментарии, что это такое. Это, на мой взгляд, самая легкая прививка. И вот в эти многолетние ветки, это ответ тем, кто пишет в комментариях, что нельзя в многолетние делать окулировку. Можно и прекрасно приживается, во всяком случае алыча. И вот я туда привил, и теперь у меня вместо алычи, на корнях алычи растет краснолистная слива сорта Голливуд. Мне кажется, очень хороший вариант. В общем, вот из этих вариантов выбирайте сами, какой для вас более удобен, если вы удалили какое-то у себя дерево. Вот. Но я, собственно, вот здесь этим и занимаюсь на этом участке. Фактически созидания никакого, а сплошное разрушение. Я все время что-то выпиливаю, вырезаю, расчищаю. Работа, прямо скажем, не очень творческая, но тем не менее делать ее надо, раз уж взялся. На сегодня все. Скорейшей нашей победы, красивых вам садов и всего доброго.